Добрейшего, величественные генералы! Прикиньте, мой первый летсплейчик по Kingdom Rush Battles. Сам в шоке. На самом деле, для того, чтобы оставаться в разделе креаторского сервера по PvP-шной версии нами с вами любимейшей игры Kingdom Rush, мне необходимо записывать контент вот, подобного жанра, да, то есть это может быть либо какой-то сценарный ролик, который чаще всего я и делаю по Kingdom Rush Battles, но здесь, друзья, я решил вот непосредственно, как бы, знаете, такой импровизационный видосик записать для разнообразия. К тому же продолжается празднование 15-летия, и если на старте сезона нам был представлен темный лорд Везнан, то теперь в этот раз нам уже даровали вот эту вот величественную, пузатейшую, да, башенку короля Динаса, и, кстати, тоже карта легендарная, друзья. И вот отработать мне необходимо свой хлеб, потому что мне уже выдали данную карту, я еще как бы ничего не качал, не крутил, да, ни свитки не использовал, и именно, друзья, благодаря этому получению карт на шарика, да, я и сижу вот в данном разделе. Хотя на самом деле, честно, если особо не заморачиваться, там не гриндить и не залипать и не зависать, да, там не задротить в КРБ, то можно в удовольствие себе откатать несколько каточек в день и особо сильно не заморачиваться, вернувшись к той же классике. Ну да ладно. Не будем как бы зацикливаться, да, на какой-то такой воде. Что я хочу в сегодняшнем видео, друзья, сделать? Во-первых, так как у нас уже есть карта, и у меня есть 305 свитков, 305, вот это я охереть сколько насобирал. Предлагаю сделать своего рода такой, да, пак-опенинг, то есть мы вот с вами немножечко вот распакуем и прокрутим эти свиточки, и возможно какие-то там, помимо гарантов, да, может какие-то карточки мне выпадут. Такого я в принципе тоже не проводил, не делал, как бы, именно что касается КРБ, но я думаю, что возможно будет интересненько, да и карточек подносыпет слегка для прокачки там какой-нибудь башенки с моей основной колоды, например, возможно. Вот. У меня, например, в колоде играбельными, являются это башня мага, это, в принципе, Тесилка, да, там классика такая вот идет. Это могут быть арбалеты, это могут быть паладины, либо скауты. Скауты, кстати, обалденнейшая казарма и возможно, многими недооцененная, потому что и уроном хорошим обладает, как бы, и, в принципе, вообще может играться на любой карте. Мушкеты. У меня мушкеты, кстати, 14 уровня, и это, наверное, единственная, да, башня, вот именно, скажем, обычной редкости, которую нерфили просто больше всего. И это обидно немножко, как конкурировать данные, это гарант, поэтому, в принципе, я особо там не ликую, там не кричу и каких-то таких особых эмоций не презентую, просто потому что это добитая гарантом карточка. Так вот, мушкетов нерфили, и это, чаще всего это немножечко обидно. То есть есть, как по мне, карты, которые можно перерабатывать, там слегка их ослаблять, помимо мушкетов, как бы там из легендарных или мифических категорий. Например, те же арбалеты до сих пор продолжают играться. Да, им там как бы немножко снизили урон от их вот пулеметной очереди и слегка вот радиус действия как бы уменьшили, но тем не менее все равно башня остается играбельной, и я думаю, вы тоже замечали, что, например, на гоблинских эту башню тоже спамом многие используют. В принципе, ладно, пофиг, вот это одну, сейчас крутану, сейчас еще десяточку, друзья, мы зарядим, это я чутка перемудрил. В
принципе, неудивительно, почему я не записывал вот эти такие вот открывалки, да, открывашки, потому что, ну, ничего такого сильно интересного на самом деле и не падает. Вот смотрите, мне выпадает, получается, просто карты обычной редкости и гарант Динас. Спасибо за это. Мы еще с вами, кстати, помимо вот, ну, обычных свитков, да, мы с вами еще крутанем и сезонные. В сезонных там, кстати, например, ну, карты выпадают повеселее. Там действительно поинтереснее выпадают карты, ну... О, папулька, да, хорошо, вот это было приятненько. Это замечательно, хоть один не гарант, это, я не знаю, это получается третья крутка на третьем заходе, да, выходит тут, то есть половина, на половине у меня, вот, я половину свитков крутанул, и у меня, в принципе, выпала вот одна легендарочка на 11. Приятненько. Сегодня, кстати, закончилась баф на мага, на арту, на паладинов, на Алерию, там, на Геральда, как бы, ну, то есть целый список был. И свеженькими, друзья, у нас сегодня, так, гарант Динас, красота. Выступает Ингварчик, да, welcome, прошу любить и жаловать. Это у нас рейнджеры, это у нас колдун. И, друзья, это... заклинашка лозы, то есть виноградные лозы, это тоже у нас выходит, что, так, 124, это у меня еще выходит на 2 оборота по 60 свитков. Тоже бафнули, друзья, поэтому, в принципе, welcome, юзайте, там, себе как-нибудь в колоду ставьте, я не знаю, вот, ну. Рейнджеры, кстати, довольно прикольная башня, друзья. Но она хорошо играется на высоких левелах. И на самом деле, друзья, ну то есть вот помимо, да, записи вот этого видосика, я еще пытаюсь отрабатывать свой хлеб, написывая всякие писюльки, матюкульки разрабам касательно того, что можно было бы оптимизировать в данной игре. Правда, они ни хера не слушают, вот прям просто от слова, совсем ни хера не слушают, ни единого какого-то такого вот аргумента или, ну, желания, но все равно... Хочется, знаете, чтобы услышали, поэтому вот пишешь. И я на самом деле предложил вот в последнем таком еще один гарант, друзья, и в принципе у меня будет на 8 и на 9 уровень уже башенка прокачана, но давайте качнем еще, ну мало ли, все равно это у нас такой пак open, поэтому может и выпадет еще легендарочка. Как минимум я вот насобираю хороших карт для, ну, тех же рейнджеров. Вот я их, кстати, наверное, и возьму в колоду для того, чтобы попытаться продемонстрировать с вами, ну, затестить, да, вот новую башенку с Динасом, казарму, посмотрим. Так вот, что предложил? Предложил, во-первых, по возможности увеличить количество раскладок для создания колод. То есть у нас на сегодняшний день есть 3, да, там зала для создания колод. И на самом деле это безумно мало, потому что у нас есть турниры, у нас есть дружеский, у нас есть стадион, у нас есть 2 режима, натиски, да, у нас есть фарм монет, то есть у нас, в принципе, довольно, ну, обширное такое вот, скажем, есть где разгуляться в плане, ну, игр, да, и я не знаю, как вы, но у меня на самом деле, да, даже вот на стадионе арены меняются. Я на самом деле я тасую колоды практически всегда. Я меняю, ну, карты, не местами меняю, а именно вот сам тип карт. Поэтому вот мне показалось, что вместо 3, если бы было 5 хотя бы, это было бы прикольненько. Так, все, получили мы с вами еще одного гаранта Динаса. Будет у меня 9 уровня башенка, друзья. В принципе, что касается вот свиточков, мы этот вопрос закрыли. У меня вот есть 117 кристальчиков сезонных. Если вдруг надо будет, я докуплю. У меня гемчики есть, поэтому давайте посмотрим, насколько мне повезет вот крутки по сезонным кристаллам. Вы знаете, это как
какая-то игровая машина, да, как какой-то вот, как казино. Ты вот разогреваешь агрегат, аппарат и надеешься, что тебе прям просто джекпот навалит уже вот под концовочку. Так, ну вот 8 карт редкой категории, Магнус, там были арбалеты. Ну тут пожирнее бывает карты дают. То есть в принципе да, здесь бывает выпадают неплохие, но и говна хватает тоже в принципе. Хотя это сезонные кристаллы, которые ну, довольно сложно получить. О, показывало, что у меня там и Ашбайт тусит рядышком возле Везнана. То есть у меня может легендарочка. То, что я и говорил. Ашбайт выпал. То есть получается помимо Везнана походу могут дать Ашбайта, друзья. Ну, и последняя десяточка. Барабанная дробь. Давай мне уже. Давай уже Везнана. Давай, что ты мне тут Алерию, Геральда и говна всякого тут мне надаёт. О, Визнулькин, хорошо. Давай мне еще легендарочку. Еще одну легендарочку давай. Короче, друзья, все, это, знаете, первый и последний раз, когда я вот организовываю вот такие, ну, темы в плане какого-то покопанина, потому что, походу, с моим везением это, ну, просто бесполезная трата вашего, моего времени и общего ресурса. Лучше это делать в какой-то, не знаю, наверное, либо другой день, либо вот в течение там какого-то определенного периода времени после. Так, хорошо. Давайте мы качнем Везнаныча на 9 уровень. Так, хорошо, есть у нас Везнаныч на 9 уровне. И давайте Динасика мы тоже, да, качнем Динасика. Вот так качнем на 8 и качнем, давайте его сразу на 9 уровень. Качнем на 9 уровень. Так, хорошо, друзья, хорошо. Есть. Смотрите, у нас с вами колода спамовая, просто спамерская, вот тупо спамерская колода, друзья. У нас и некромант, и пёсели, и алтарь, и, в принципе, Динас, и я не знаю, на самом деле, что из этого получится, но давайте с вами пробовать. Так, хорошо, друзья, у нас с вами соперник подобрался, и сейчас посмотрим, какую карту мне дадут. Я вот что-то думаю, что у меня есть, кстати, на гоблинах 2 нелюбимых карты, но это не одна из них. Так, это чудесненько, друзья, это чудесненько, и давайте возьмем курочку. Кстати, курочка очень-очень-очень замечательный буст на такого рода картах, поэтому рекомендую, друзья, рекомендую. Так, давайте мы, наверное, вот сюда вот поставим с вами некромантика и будем, давай. Будем с вами красивенько накидывать врагам. Пока, конечно, не особо у меня это получается, но вот, в принципе, сейчас красивенько Везнан зарешал, и вот эта вот его способность, конечно, бить по площади, это, ну, просто чудесненько. Так, давайте на казармочку с вами выставим. Сидит у меня один динасик. Так, давайте возьмем усиление, да, для башенки и посмотрим. Так, кстати, 180 прокачка, 3499. Это что? Это что, урон или что? Это моих рыцарей и здоровьечко. Нет, 3499 это у меня как раз здоровье было, а то у меня вот непосредственно. Так, сюда давайте мы тоже, наверное, поставим красивенько. Так, давайте мы сделаем Визнулькин наш. Давно я им не играл. Я, кстати, Везнаном начал отыгрывать момент вот здесь. Давайте мы еще тоже парагончиков поставим, да, красиво, потому что они мне фармят монетки. Я могу сюда вот так вот Динаса перекинуть. Просто интересно, как он перемещается. Это, знаете, походу ему для
мало, ему мало просто места. Он такой настолько жирный, что ему 2 трона установили, или даже больше, в зависимости от того, сколько вы поставите казарм. Ему необходимо перемещаться. Я, правда, не знаю, как он здесь вообще помещается и как он тут не ломается на самом деле. И это для меня немножко загадка. Так, хорошо, давайте мы сделаем. Так что у меня, ага, у меня телепортик зарегенился. Так, давайте сюда, вот сюда давайте мы сделаем. Тут качнем немножечко. И сюда нас, наверное, загоним тоже красивенько. Так, хорошо, здесь давайте тоже качнем. Чудесненько. Так, хорошо. Что касается спелов, я на самом деле, друзья, не всегда беру ударные заклинания. В большей степени по причине того, что если у вас башни прокачаны на довольно высокий уровень, нет особой такой необходимости вам брать в колоду себе ударное заклинание. То есть, например, тот же самый стан, или саботаж, или тот же... полиморф, да, вот, чудеснейшие просто заклинания, которые вот более полезны, как по мне, будут, нежели, там, та же молния. Если уже, наверное, брать, то, скорее всего, вот, Sunstrike будет неплохим вариантом, Sunstrike будет хорошим вариантом, и, в принципе... еще может ваншотик. Ваншотик еще тоже может, в принципе, быть, друзья, ваншотик. Так, хорошо. У меня там, кстати, алтарь уже заряженный алтарь у меня по полной программе. У меня, в принципе, и могу себе позволить, если вдруг что, и парагончика зарядить, но хочу продемонстрировать, друзья, вам по возможности. Так, Везя, давай, дружище. Давай, ты мой хороший. Хорошо, пропускает. Пропускаем. Пока даже без спама особого враг меня пропускает. Так, хорошо. Вот так давайте мы сделаем. Хотел бы пёселей, но походу, наверное, и враг у меня. Так, давайте мы, наверное, заспавним. Немножечко заспавним пёселей, заспавним тоже, пусть побегут, и заспавним парагона. Закинем. В принципе, мой соперник не справился даже без какого-то такого особого спама, и, в принципе, не самая удачная катка, друзья, на самом деле получилась. Ладно, друзья, буду заканчивать. Запомните вот эту деку, я ей на самом деле буду пробовать играть. Тем более еще рейнджеры под бафом, и на гоблинах не особо много дают золотишко, но Динас может в этом плане зарешать, друзья. Поэтому я буду пробовать. Единственное, может, заместь Везнана я буду брать Феникса, потому что мне эта героиня все же безумно импонирует. Друзья, если вы досмотрели это видео до конца, вам огромнейший респект и мой нижайший поклон, потому что я вряд ли бы его досмотрел до конца. Необходимо отрабатывать хлеб, поэтому видос я записал, я его там чутка смонтирую, сделаю превьюшечку, и в люди, друзья, играйте в Kingdom Rush, качайте Kingdom Rush, там, первый, Frontiers, Origins, Vengeance, Альянс, качайте моды, просто шикарнейшие моды на первую часть, потому что первая часть это классика, это база, друзья. Если вам вот наскучило, надоело КРБ, я, например, в день играю, вот открываю боевой сундук, да, там 8 каток, и, в принципе, мне этого с головой, я эти 8 каток могу открывать целый день. Все, я больше особо, не сильно играю, мне этого хватает с головой. А вот в классику можно играть просто, я не знаю, с утра до вечера и устраивать себе челленджи какие-то интересные, вообще просто получать максимальное удовольствие. Все, друзья, спасибо вам огромное, берегите себя, мира, добра, благополучия, всех обнял, и да пребудет с вами сила.